Всем привет! Сейчас я хотел бы вам рассказать о моей не очень удачной покупке, а именно про смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, который я покупал в конце декабря 2019 года за 34 тысячи рублей. Брал я его для PUBG в DNS. Пользуюсь я им в итоге уже почти полгода, и мне есть о чем вам рассказать. Давайте начнем с плюсов. Во-первых, это красивый дизайн, без всяких вырезов и челок. Благодаря отсутствию этих вырезов пользоваться этим телефоном становится намного приятнее, чем телефоном с челкой. Еще к дизайну можно отнести выдвижную камеру, которую редко где увидишь. Второй плюс заключается в железе этого смартфона. Оно восхитительно. Я не вижу смысла рассказывать про характеристики этого железа, потому что на ютубе обзоров смотри не хочу, где рассказывают про это самое железо. Собственно, давайте вернемся к тому, что я рассказывал. Да, железо восхитительно и хватит его точно надолго, ведь это железо построено на базе Qualcomm Snapdragon 855, где за графику отвечает чип Adreno 640, оперативки целых 6 гигабайт, которых тоже хватит за глаза. Лагов нет, если не грешить про оптимизацию самого андроида. Третий плюс заключается в батарее, которой мне хватает ровно на день при активном использовании. И поверьте, для смартфона этого достаточно. Четвертый плюс у нас заключается в дисплее, ведь дисплей у нас AMOLED с глубоким черным цветом, идеальными углами обзора и красочными цветами. Но у него все равно есть свой минус, о котором я расскажу, когда мы перейдем к главному минусу. Минус будет только один. Пятый плюс у нас это звук, который нам выдает этот аппарат. Он прекрасен, но не дотягивает до флагмана от Samsung и уж точно до iPhone. Но не забываем, сколько стоит данный аппарат. Следующий плюс у нас это камера. Да, она не идеальна, но за такие деньги фото и видео неплохие. Собственно, на этом его главные плюсы заканчиваются. Я не стал говорить про оболочку, про кучу полезных фишек там, потому что я рассказываю конкретно про этот аппарат, и рассказывать что-то про MIUI я считаю будет лишним. Давайте перейдем к главному минусу данного аппарата. Главный минус это сам экран в данном смартфоне. Об этом минусе нигде в обзорах не говорится. Играть нормально почти невозможно. Если вы берете данный смартфон для PUBG, танков, колды и хотите нормально поиграть, повторюсь, нормально поиграть, то этот смартфон точно не для вас. Во время игры, если вы будете использовать минимум 2 пальца, у вас будет плавать сенса. Можете называть это как хотите, но давайте я объясню поподробнее. Для начала я зайду в специальную программу, которая показывает наши касания на экране. Как мы видим, с одним пальцем у нас работает все отлично, но стоит нам добавить второй палец, как чувствительность первого пальца очень сильно падает, и в игре это сказывается очень сильно. Особенно для меня, потому что я брал смартфон чисто для PUBG и играл в 6 пальцев. Навестись на цель или противника очень тяжело и практически невозможно. Я говорю про точечное наведение и не затрагиваю гироскоп. Собственно, давайте я вам покажу, как это выглядит со стороны, когда я играю в игре. Как мы видим, я зашел на полигон и взял оружие. Отключим гироскоп и попробуем одним пальцем навестись на цели. Как мы видим, все просто отлично. Но стоит добавить второй палец на джойстик, как сразу возникают проблемы. Представьте, я показал вам ситуацию с 2 пальцами. А я играл в 6 пальцев, и как это бесило. Бесило не только меня, но и всю мою команду, потому что от этой сенсы зависело мое настроение, которое менялось изо дня в день. Самое что интересное, проблема то есть, то нету. Например, я пошел в соло играть, все окей. Потом я собрался с командой на турнир, и на турнире у меня проблема с сенсой. Думаю, комментировать данную ситуацию вам не надо, тут все ясно. Но проблема далеко не только у меня на телефоне. Я лазил по большому количеству форумов, в том числе был и на Reddit. Куча людей пишет о данной проблеме с этим телефоном, и никто не может ее решить. Проблема программная, не аппаратная. Я искал информацию о проблеме на YouTube и наткнулся на зарубежное видео, где не только мой смартфон страдает данной проблемой, но и даже OnePlus, iPhone.
На OnePlus давно эту проблему исправили, так же как и на iPhone. А вот разработчики Xiaomi даже не спешат исправлять данную проблему. Куда я уже только не писал, проблему не исправляют. Поэтому если бы я знал об этой проблеме до покупки, я бы для PUBG его точно не покупал и никому бы не рекомендовал покупать. А вот для повседневного использования, если вы не будете играть, я бы рекомендовал данный аппарат. Он классный, удобный, но точно не для людей, которые хотят нормально играть и не испытывать проблемы в игре. А если ты хочешь отлично играть, можно чуть-чуть доплатить и купить себе, например, ROG Phone 2, Black Shark 2 или вообще какой-нибудь iPhone. Больше минусов нету, по крайней мере я их больше не нашел, и придираясь искать их не буду. Аппарат классный за свои деньги, но точно не для игр. Всем спасибо, что посмотрели мое видео. Делитесь им с друзьями и знакомыми. Распространяйте данное видео, потому что достаточно много людей не знают о проблеме с экраном этого смартфона. Это новый формат на моем канале. Я решил попробовать что-то новое. Если тебе понравилось это видео, оставь лайк и подписывайся на мой канал. Это меня мотивирует делать новые видео и не забрасывать канал. Всем спасибо. Всем пока-пока.